Кто поменял отношение к тебе? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Вот знаете, несмотря на то, даже сколько вам лет, вы, в общем-то, довольно сильный человек и полны энергии. Вы вот за что не беретесь, вы это делаете с азартом, с энтузиазмом, да? Лень-матушка как-то особо вам не свойственна. Да, иногда вы можете поваляться, отдохнуть, но это бывает очень-очень редко. Так вы вообще такой, знаете, живчик. Это уже, кстати, у нас опять же не первый раз выпадает сигнификации. Ну, знаете, у меня на канале, наверное, слет живчиков. То есть мужчин, независимо от возраста, вот вы переполнены энергией. И в том числе сексуальной энергией. Поэтому можете даже радоваться, ребята, и не отчаиваться, потому что среди вас есть те, кто переживает по поводу, ну, ваших бобиков, так скажем, да, по поводу того, что давненько у вас не было достойной женщины, да, давненько не было интима у кого-то, поэтому вы вот именно по поводу личной жизни находитесь в переживаниях. Вы человечек, который очень бережно относится к деньгам, и это, в общем-то, хорошая ваша такая черта, потому что вы не расточитель, вы не транжира, знаете цену копейки, знаете, как не просто деньги зарабатываются, поэтому многие из вас, ну, добились каких-то вершин, да, у каждого это, конечно же, по-своему проиграется, кто-то смог купить, допустим, свой дом, квартиру, может быть, еще какие-то там блага, да, о которых вы мечтали. Вы вообще такой человек, который не останавливается. Вот в намеченных целях вы очень целеустремленный. Вы человек, который вот привык все в дом, привык все, вот знаете, может быть, даже такая кубышечка у кого-то есть, и вы туда вот складываете. Кто-то денежки так на всякий случай, либо на черный день еще, как любят называть, да, собираете. В общем-то, это хорошо, потому что деньги всегда должны быть про запас. Ну, как бы, потому что всякое может быть, да, и никто не застрахован и от болезни, и от несчастных случаев, не дай бог, и все что угодно. Вы человек, который... Вот знаете, вот у кого-то может проиграться, что вы сейчас вот настолько вот как-то то ли подустали, то ли вот последнее время может быть без настроения, какая-то апатия, и даже не замечаете вот возможностей, которые помогут вам выйти из вашего такого состояния. К примеру, да, ну такой самый банальный пример. Если вы переживаете по поводу личной жизни, вот не складывается, не получается, нет достойно и так далее, то я вам скажу, что все-таки вам нужно открыть глаза, и человечек достойный, вот вас, да, женщина достойная вас, она есть в вашем окружении. Просто из-за своего такого вот отчаяния и своего такого настроения вы не всегда замечаете вот именно возможности. Точно так же касается, если, допустим, у кого-то из вас отчаяние из-за, ну, проблем, может быть, там, по тем же финансам, да, потому что у нас общий расклад, не забываем. Точно так же у вас есть поблизости человек, который может вам помочь. Либо же с трудоустройством, да, либо еще каким-то образом, может быть, посоветовать вас кому-то. То есть вы не замечаете, может быть, вакансии кто-то из вас не замечает, либо вы перестали искать работу, опустили рук и просто вот, ну так, ушли в себя, грустите. И это может касаться любой ситуации. Вот реально, что бы вас ни было, что бы вас не беспокоило, возможность есть, просто немножечко оглянитесь, да, потому что вот период отчаяния, он заставляет закрывать глаза, ну, на все, да, на все реальные какие-то возможности, и просто вот вы как в болоте погрязнете, если будете и дальше так вот просто сидеть и жалеть себя. Далее, у кого-то из вас поменялись кардинально вот отношения
И к женщинам у кого-то может проиграться, что с женщиной, которая у вас есть, да, если, к примеру, вы сейчас в отношениях, могут поменяться отношения, причем они будут, ну, скорее в лучшую сторону. Здесь момент вот какой-то договоренности. Здесь ситуация, когда вы, может быть, кто-то сел, поговорил, да, вот как мы будем дальше, да, либо же мы расходимся, либо же мы как-то вот подстраиваемся друг под друга и двигаемся дальше. Здесь вы оба будете проделывать работу, да, над отношениями. В принципе, вы уже начали ее проделывать. Поэтому, в принципе, я бы сказала, вот кто сейчас находится в отношениях, вы можете смело рассчитывать на эту женщину, да, вот она тоже хочет быть с вами. И даже если у вас были какие-то кризисные моменты, она точно так, как и вы, сделала работу над ошибками и будет с вами рядышком двигаться по жизни дальше. Вы человек, в общем-то, периодически бываете довольно вспыльчивый, взрывной, да. Но опять-таки это все вытекает одно из другого, вот переживания, слишком сильно переживаете. Вы можете вообще переживать и по поводу, и без повода. Но любите вы себя накручивать, потому что очень тонкая натура, очень душевная натура. И я предостерегаю, потому что вот опять-таки я вижу по Таро, есть среди вас те, которые могут, ну, реально начать обниматься с рюмочкой, если проблема ваша не решается, да. Вот просто это такой способ, как говорится, напиться и забыться, да. Но вы должны хорошенечко понять, что опуститься ниже плинтуса очень легко, да. Достаточно регулярности, вот забываться, так сказать, да, обниматься с бутылочкой вот регулярно, и вы можете скатиться очень быстро. Но я все-таки думаю, что вы у меня, ребята, волевые, вы сильные. Я вас немножко предостерегла. Я думаю, что все-таки не будете вы злоупотреблять никакими пагубными привычками. У вас будут довольно неплохие перемены в жизни. Но сегодня не об этом. Это я так немножечко вас заинтриговала. Ну и давайте-ка посмотрим, кто же поменял отношение к вам. Да, я буду рассказывать разные ситуации, разных людей, может быть, опишу. А вы уже переворачиваете под себя, кому что подходит. Итак, кто же поменял к вам отношения? Смотрите, мне показано, что если у вас были какие-то, может быть, сложные отношения, либо же с окружающими, да, опять же, здесь могут быть и сотрудники, у кого-то приятели, у кого-то родственники, у кого-то женщина. То есть могли быть конфликтные ситуации, да, но вот после того, как вы поругались, да, какой-то период, может быть, вы не общались, либо были, ну так, в контрах, холодно общались. Этот человек, возможно, даже у кого-то и не один человек, да, вот с кем вы, ну так, были в натянутых отношениях, человек реально осознал, понял свои ошибки, сделает к вам шаг, и даже у кого проигрывается конфликт с женщиной, я не имею в виду развода, а именно вот просто какой-то, ну, может быть, даже бытовой конфликт. Здесь женщина даже сама сделает шаг вам навстречу, и вот она реально, как будто вот эта ссора, да, она помогла этим людям, с которыми вы ругались, она помогла взглянуть на вас другими глазами. Здесь такая и переоценка ценностей. Если вы, допустим, поругались кто-то с друзьями, либо с родственниками, точно так проиграется, да, вот они посидели немножко вот без общения с вами, они подумали, они взвесили все за и против, они все-таки поняли, какой вы вот порядочный, надежный, классный человек. И все-таки приняли решение, что нет, лучше все-таки быть в нормальных, мирных отношениях и больше не ругаться. Здесь очень большой процент будет примирений, с кем бы вы ни ругались. Но вот реально люди осознают, да, что ну, не стоит эта ситуация выеденного яйца, что вы достойный человек и стараетесь всегда наоборот как-то сглаживать острые углы. У кого-то из вас наладятся отношения, ну, здесь могут быть либо дети, внуки, ну, то есть какая-то молодежь, да, понятно, это не маленькие детки. Здесь ситуация скорее, когда ваша бывшая зазноба
Да, женщина, которая когда-то была в вашей жизни, но поскольку дети, допустим, с ней остаются, она могла их настраивать, она могла запрещать видеться, ну как-то всячески вставлять палки в колеса в ваши отношения. Но здесь все-таки вы добьетесь справедливости и всякими правдами, неправдами, вот, да, вы наладите отношения с детьми, и тем более дети здесь уже не маленькие, они умеют думать, они умеют размышлять и все-таки понимают, да, ну вернее поймут, что папа не такой уж плохой, да, они умеют тоже анализировать. Это маленьким можно внушить все что угодно, а вот ваши взрослые дети, да, они могли на какой-то период поддаться влиянию матери, а потом все-таки поразмыслили и поняли, что да нет, вот я хочу общаться с папой, папа у меня не такой уже плохой, и, в общем-то, точно так же у вас будут налаживаться отношения. Так, про отношения я сказала, да, что кто вот просто поссорился, я не про развод говорила. Далее, смотрите. Женщина, которая осталась у вас где-то там позади, та самая бывшая, у кого-то из вас проиграется, что она тоже все-таки поняла, вот без кого она осталась, да, вот кого она лишилась, то есть вас. Только хлебнув с 3 короба, да, вот, только поняв всю силу бумеранга, которая начала на нее сыпаться, она оценила вот все-таки по достоинству, какой вы человек. Здесь идет переоценка ценностей, но уже у вашей прежней женщины, которая может с вами либо же вообще не общаться, либо же у кого-то может проиграться, что вы редко общаетесь, да, от случая к случаю, какие-то там, может быть, общие проблемы, либо дети. Но эту женщину вы точно не хотели бы видеть в своей жизни, да, потому что, ну, все-таки уже вы как-то нацелились на новые отношения. А вот она только начинает прозревать, вот какого мужчину она потеряла. А вот она только сейчас начинает менять свое отношение к вам. Она меняет его, но толку нет, понимаете? Она даже вот, смотрите, ребят, может проиграться, что если вы когда-то ругались со своей прежней женщиной, ну и, соответственно, она сделала вам кучу гадостей, боли причинила, да, разочарования полно. Здесь наоборот, вот если она злилась тоже на вас, вот именно под влиянием бумеранга она начинает прозревать, понимать, да, вот какая она глупая, какого мужчину она потеряла. И только сейчас она начинает менять к вам отношение. Потому что когда-то у нее тоже были свои там претензии, но это такие претензии глупые, о которых я даже не хочу говорить. У каждого это будут свои, вы прекрасно знаете, потому что не единожды спорили, ругались и так далее. Но сейчас вот она начинает как будто вот теплеть вот в вашу сторону. А толку-то, да, она понимает, что ну хоть теплей, хоть не теплей, хоть и пламенем можешь пылать и гореть, да, к бывшему мужу. Он-то ее, ну то есть вы, да, вы-то ее не простите, а вы-то ее больше не впустите в свою жизнь. Поэтому здесь есть период немножко отчаяния такого. Далее. У кого-то из вас может проиграться, что вообще окружающие люди стали к вам, ну, как-то больше тянуться, что ли. Могут быть ситуации, что даже посторонние люди, ну, к примеру, там в очереди, в транспорте, где угодно, да, вот просто разговорились не обо всем и ни о чем, они вот как-то тянутся, да, вот они чувствуют вашу доброту, они чувствуют вашу душевность. Я уже много раз рассказывала, что, в общем-то, на энергетическом уровне мы чувствуем друг друга. И очень часто бывает, когда ты, ну, первый раз видишь человека, да, и тебе хочется уйти, убежать и ни в коем случае не общаться, да, хотя, в принципе, ты видишь первый раз его, да, ты вообще не знаешь, кто он, что он, тебе ничего плохого не сделали, но ты энергетически чувствуешь, что это нехороший человек, либо какая-то вот энергетическая несостыковка, да, и ты стараешься как можно быстрее как-то отмазаться, сказать, там, я занят, все что угодно, да, только бы, чтобы не общаться.
С другими же бывает наоборот. Так вот, это ваша ситуация. Вы поймете, может быть, уже кто-то понял, как к вам начинают тянуться люди, как посторонние люди могут делиться с вами какими-то своими секретами, тайнами, какими-то житейскими историями. Ну, знаете, вот как будто вы начали излучать совершенно другую энергетику. Может быть, потому что вы немножко оттаиваете, да, вот от своих таких прежних отношений, вы становитесь более открытым. То, что вы грустите кто-то, да, может быть, депрессуете, это одно дело. Но энергетика, она становится другой. Когда вы выходите из такого вот состояния тотального разочарования в женщинах, да, ну это видно, это чувствуется, что вы становитесь другим. Вы становитесь более открытым к людям. И вообще вы такой человек, который излучает добро. Вот как бы это там не звучало, может быть, кто-то посчитает, вот, там льстите. Нет, ребят, это не лесть. Это всего лишь констатация факта, которую вы не все хотите признавать. У вас энергетика добряка. И это очень часто мне показывают и сигнификация, и таро, вот расклады, да, потому что многие у меня уже месяцами, годами, да, спасибо вам большое, живут, да, вот у меня уже на моем канале. Поэтому вот вы у меня добряки, вы живчики, ну просто у каждого по-своему израненная душа. То есть к вам многие люди поменяют отношения, и даже, кстати, может проявиться у кого-то человек, с которым вы давно не общались. Может быть, тоже вот вы поругались, но как-то это вот было уже так давненько. Тоже здесь может быть проявление человека. Это будет такой маленький сюрприз, потому что, ну, все-таки как-то этого человека то ли совесть замучает, да, что вот все-таки поймет свои ошибки, потому что там была ситуация, в которой этот человек был неправ, не вы, не ваша здесь вина. Этот человек все-таки пусть, ну я не знаю, спустя месяцы, может быть у кого-то спустя годы проиграется, да, что человек понял все-таки свою вину, да, и сделает шаг навстречу. Поэтому, ребята, вы у меня суперские, вы у меня золотые, и вы, конечно же, заслуживаете счастья. Чего я вам всем и желаю. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!